Всем привет! Это Медведь и компания. Существует много теорий о том, кто открыл Америку до Христофора Колумба. Египтяне, римляне, финикийцы. Но только одна из этих теорий нашла реальное подтверждение. И речь, конечно, идет о викингах. И сегодня мы с вами находимся на острове Ньюфаундленд, или как его называли древние викинги, Винланд. Устраивайтесь поудобнее, а мы отправляемся в путь. Почепали! В этом фильме мы попытаемся пересечь Ньюфаундленд с востока на запад на велосипедах, пройдем пешком по восточно-бережной тропе, побываем в знаменитом парке Гроссморн, посетим единственное известное поселение викингов в Северной Америке и поболтаем о рисковом кризисе с капитаном рыболовного судна. Отправной точкой нашего путешествия стал небольшой городок Норт-Сидней в провинции Новая Шотландия. Здесь мы погрузились на паром корпорации Marine Atlantic и направились к долгожданному острову. Тем, кому любопытно, сообщаю, что поездка в одну сторону для 3 пассажиров и одной легковой машины нам обошлась 453 канадских доллара. По-моему, вполне приемлемо. В пути нам предстояло провести около 7 часов. Пока наша компания отдыхает и набирается сил, самое время поговорить об острове Ньюфаундленд. Ньюфаундленд находится в Атлантическом океане у северо-восточных берегов Канады, от которой его отделяет залив Святого Лаврентия. Он имеет форму треугольника и, занимая площадь 110 тысяч квадратных километров, является 16-м по величине островом в мире. На 17-м месте Куба. Но если на Кубе проживает 11 миллионов человек, то население Ньюфаундленда всего 500 тысяч. Это настоящий рай для хайкеров, велотуристов и просто любителей природы. Рано утром паром пришвартовался в городе Порто-Баск. Нас встретил туманный унылый берег, но несмотря на это наш настрой был вполне боевой. Мы добрались до ближайшего кемпинга, где оставили машину и перегрузились на велосипеды. Перед нами открылась железнодорожная тропа T-Railway Trail. Первый этап нашего путешествия. Мы добрались до нашего первого препятствия. Дорогу размыло. Нам предлагали ехать в объезд, но мы решили рискнуть и попытаться перебраться. Ого, это будет непросто. Я нахожусь на T-Railway Trail. Это железнодорожная тропа. Во всяком случае, так я ее смог перевести. Если у вас будет перевод получше, предлагайте. Что из себя представляет эта достопримечательность Ньюфаундленда? Это бывшая узкоколейная железная дорога, которая проходила через весь остров, от города Порто-Баск до его столицы Сент-Джонс. Общая длина ее путей составляла около 1500 километров. Основана в конце 19 века, она в течение почти 100 лет являлась основным средством передвижения по Ньюфаундленду и была самой протяженной узкоколейкой в Северной Америке. Однако с развитием автомобильного транспорта она потеряла свое значение. В 80-е годы прошлого века последний поезд прибыл на станцию в Порто-Баск, и дорога была закрыта. Вот такие вот сувениры я специально приготовил. Встречаются здесь время от времени. Это железнодорожный костыль, который остался от бывших путей. Со временем правительство Ньюфаундленда нашло применение гравийной насыпи, оставшейся после демонтажа железнодорожного полотна. Было принято решение об организации провинциального парка Newfoundland T-Railway, который протянулся на 900 километров от восточного до западного побережья острова. Парк задумывался как многоцелевая всесезонная прогулочная тропа. В реальности же ей пользуются в основном квадроциклисты, которых, к слову сказать, здесь великое множество. Дорога покрыта очень крупным гравием, и путешествовать по ней на любом другом виде транспорта крайне неудобно. Добавьте сюда гористый рельеф местности, частую и резкую смену погоды, и вы поймете, в какую авантюру мы в этот раз ввязались. На самом деле, ребят, хочу сказать следующее. Это была, наверное, большой нашей ошибкой, то, что мы решили путешествовать по этой дороге на велосипедах. Тяжело, скажу честно, тяжело. Нужно постоянно держать руль, нужно постоянно напрягаться, тебя трясет, работают не только ноги, но очень активно работают руки, ты устаешь. И скорость продвижения, ну, в крайнем случае, 8, может быть, 10 километров в час. Постоянно мы едем на самых низких скоростях. Первая, вторая, ну, в лучшем случае, третья, это если с горки. Тем не менее, мы продвигаемся потихоньку и получаем от этого даже какое-то удовольствие. Ребят, реальное красотища. Мы
Едем между двух гор. Слева от нас еще озеро. Оно только здесь начинается. Это называется Deer Lake. Мы надеемся сегодня там ночевать. Справа от нас трасса, которая немного нам мешает, но все равно очень красиво. По пути нам нередко встречались заброшенные строения, оставшиеся от инфраструктуры дороги. Некоторые из них весьма живописные. Среди этих развалин отправился в первый полет наш коптер, который мы тут же окрестили Жориком. Ему предстояло немало потрудиться в этом походе. Время от времени мы заезжали в города для того, чтобы пополнить запас провизии и разнообразить наш походный рацион каким-нибудь фастфудом. Заодно выяснили, что 20 чикен макнаггетсов – это далеко не предел для измотанного 8-часовой ездой велосипедиста. Ночевали мы прямо на тропе, раскинув лагерь у источника воды, которую тщательно обрабатывали дезинфектантами. В общем, вели обычную походную жизнь. Через пару дней тропа свернула от побережья вглубь острова, и живописные океанские пейзажи сменились тоскливыми болотами. По ночам нас стали доставать комары и черная канадская мошка, хорошо нам знакомая по путешествию в Гаспези. Несколько раз мы даже пытались сворачивать на автотрассу, но все равно все больше и больше отставали от нашего расписания. Очень интересная сегодня езда, много подъемов и спусков, поэтому получается так, что в горку мы едем на низких скоростях, пока можем, велосипеды тяжело груженные, потом ведем их руками, это занимает полчаса, минут 40, а потом за 5 минут спускаемся на полной скорости в следующую лощину, и опять все повторяется обратно. Вот так, полпути они нас возят, полпути мы их. В определенный момент мы были вынуждены признать, что закончить маршрут вовремя мы не успеваем. Вместе с велосипедами мы пересели на междугородний автобус. Это было серьезным ударом по нашему самолюбию. Но время нас поджимало, и мы не могли опоздать к началу прохождения восточно-бережной тропы, главной цели нашего путешествия. Как бы то ни было, мы оказались в городе Сент-Джонс. Мы прибыли на конечную станцию T Railway Trail, и здесь наше велосипедное путешествие заканчивается. Дальше мы идем пешком. Но прежде чем отправиться дальше, мы решили в полной мере использовать 2 дня, которые сэкономили благодаря поездке на автобусе. Мы прошли вдоль и поперек весь Сент-Джонс, побывали в нескольких музеях и расширили наше познание об истории острова. И я бы хотел с вами поделиться тем, что нам удалось узнать. Уже в 7 тысячелетии до нашей эры Ньюфаундленд был заселен первобытными племенами. За 3000 лет до Рождества Христова им на смену пришли палеоэскимосы, предки современных индейцев. К моменту начала колонизации на острове проживали племена биотуков. Они были первыми индейцами, с которыми столкнулись европейцы в Северной Америке. Вероятно, именно им мы обязаны происхождению термина «краснокожие», так как они красили одежду и лицо красной охрой. Биотуки не поддерживали активных контактов с другими племенами и тем более европейскими поселенцами. К началу XIX века племя полностью вымерло из-за военных конфликтов с колонистами и болезней, занесенных из Европы. Последняя известная представительница этого народа по имени Демосдуид умерла в 1820 году от туберкулеза. Официально остров был открыт в 1497 году итальянским купцом на английской службе Джованни Кабота или Джоном Каботом, как его называли англичане. Так же, как и многие другие мореплаватели того времени, он искал западный проход в Индию, а нашел новую часть света, уступив пальму первенства своему соотечественнику Христофору Колумбу, которому удалось сделать это на 5 лет раньше. Кабот назвал открытую им землю Terra Prima Vista, что по-итальянски означает «первая увиденная земля». Англичане перевели топоним как Ньюфаундленд. С тех пор это труднопроизносимое название закрепилось за островом. На западе вновь открытых территорий экспедиция Кабота обнаружила обширное морское пастбище трески, со временем получившее название «Большая Ньюфаундлендская банка». Наличие богатейших в мире рыбных угодий на многие годы определило развитие Ньюфаундленда. Остров играл роль перевалочного пункта для рыбаков из Франции, Испании, Португалии и Англии. Корабли отправлялись к нему весной и возвращались осенью с уловом. В 1583 году, несмотря на наличие на острове поселенцев из разных европейских государств, Англия неожиданно объявила Ньюфаундленд своей заморской колонией. Королева Елизавета лично выбрала символ новой территории. Им стал хищный насекомоядный цветок сарацения.
Не менее символичным стал и присвоенный Ньюфаундленду девиз «Quaerete prime regnum Dei» – «Ищите первыми Царство Божие». Франция не могла просто так смириться с этой потерей и на протяжении многих лет разными способами пыталась прибрать к рукам некоторые части острова. Последняя попытка получить контроль над Ньюфаундлендом, захватив город Сент-Джонс, была предпринята ей в конце XVIII века. И сейчас я нахожусь у подножия сигнального холма Сигнал Хилл. Это место имеет особое историческое значение для Ньюфаундленда, Канады, Северной Америки, ну и, наверное, даже для истории всего мира. Я расскажу почему. Вернемся на 250 лет назад. Семилетняя война. Борьба за передел мира, в которой участвуют практически все европейские страны. Но в ней же участвовали и американские колонии. Именно здесь, на Сигнал-Хилл, состоялась финальная битва между французами и англичанами. В мае 1762 года, когда война Франции была уже практически проиграна, французский морской офицер Шевалье де Терне возглавил тайную военную экспедицию. Отряду удалось незаметно добраться до побережья Ньюфаундленда и высадиться в окрестностях Сент-Джонс, ключевого населенного пункта острова. 27 июня, используя элемент неожиданности, Шевалье с отрядом 750 человек практически без боя захватил сам город и форт Святого Иоанна. Здесь находилась рыболовецкая структура, которая снабжала провизией английскую армию не только в Америке, но и в Европе. Лишив противника этой серьезной продовольственной базы, французы могли значительно повлиять на ход войны. Наступала осень, и Шевалье де Терне считал невозможным нападение англичан до весны следующего года. Однако все сложилось иначе. Английский генерал Вильям Амхерст собрал экспедиционный корпус в количестве 1500 человек. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, достиг берегов острова и неожиданно напал на французский отряд. Используя двойное преимущество в живой силе, англичане вынудили противника отступить. Шевалье де Терне, оставив около 300 человек для прикрытия отхода с приказом сдаться через 3 дня, используя туман, погрузился на корабли и отбыл во Францию. Это была последняя битва Семилетней войны, которая совершилась на территории Северной Америки. Наученные горьким опытом англичане сделали выводы, поставили на холме сигнальный флагшток, от которого он получил свое название, сигнальный холм, и на нем поднимались флаги, которые повещали о приближении кораблей. В 1898 году, в честь 400-летия открытия Северной Америки Джоном Каботом, на этом месте построили Кабот-Тауэр. Горожане Сент-Джонс были изначально категорически против этого строения. За несколько лет до этого город пострадал от сильных пожаров и в казне не было денег. Тем не менее, башня была построена. Со временем она стала символом города. Здесь же в 1901 году состоялось событие большого научного значения. Именно в Кабот-Тауэр был принят первый трансатлантический радиосигнал, посланный азбукой Морзе и состоявший всего из одной буквы. Пишите в комментариях, если вы знаете какой. Погода в Ньюфаундленде меняется просто стремительно. Никакие прогнозы синоптиков абсолютно не помогают. Только что светило солнце, подул ветер, набежали тучи, пошел дождь. Невозможно предсказать. Нет смысла смотреть метео, это никогда не работает. Сент-Джонс. Сент-Джонс – это единственный по-настоящему большой город в Ньюфаундленде. Можно даже сказать, единственный город. Его население 110 тысяч человек. 110 тысяч человек. Но это составляет 1/5 всего населения Ньюфаундленда, надо помнить. Это очень живописный город. Он в основном состоит из 2-3-этажных домишек, за исключением центра города. И эти дома раскрашены в очень яркие цвета. Голубой, розовый, желтый, красный, зеленый. Это очень сильно бросается в глаза. Я думаю, это связано с тем, что сама по себе местность Ньюфаундленда, она очень бледная. И люди пытаются разнообразить свою жизнь, раскрасить ее как могут. Центр города пересекает улица Water-Street, Водяная улица. Это самая старинная улица со всей Северной Америки. Там находились здания рыболовецких контор и всего бизнеса, который связан с рыболовством. На настоящий момент это больше похоже на улицу Рамбла в Барселоне или на Арбат в Москве. Улица, где все гуляют, веселятся, пьют пиво, просто проводят время. По
подошло к концу наше двухдневное пребывание в городе Сент-Джонс. Нам не терпелось снова отправиться в путь, ведь нам предстояло 350 километров пешком по восточно-бережной тропе. Но об этом в следующей серии. Есть два варианта происхождения названия города Сент-Джонс. Первый, он назван в честь святого Джона Кабота. Первое, он назван в честь святого Джона Кабота. И он... Ну, иди отсюда. Какой еще ворон? Вороны тут на меня напали, понимаешь. Приняли меня за жертву. Вороны здесь на самом деле ужасно большие. Какого-то гигантского размера. Название Сент-Джонс... Нет, она так и целится на меня. Ладно, наверное, на этом